Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Как вы уже поняли, сегодня на обзоре у нас будет очередной аккумулятор от фирмы TPCell. Значит, история такова. Все вы помните мое видео с тестами зарядок. Вот именно от TPCell. Там зарядка на 4 ампера и на 6 ампер. Соответственно, 4 амперка показала 3 с копейками ампера выходной ток зарядки, а 6 амперка 5 там тоже с копейками. Вот. И вы все помните, что зарядка мне пришла не рабочая. Там был транзюк сгарен, так сказать. Вот, написал я продавцу, предоставил видео и написал, что все это дело пришло нерабочее. Он говорит: не волнуйся, друг, я тебе пришлю. В итоге я получаю аккумулятор на 4 ампер-часа, плюс аккумулятор на 6 ампер-часов, плюс вот такая вот зарядка на... Сколько она? На 4 ампер-часа. Я думаю, неплохо. Вот. Ну и вот сегодня я решил показать, разобрать с вами аккумулятор на 6 ампер-часов, так как в аккумуляторе на 4 ампер-часа банки вроде бы по описанию должны быть одинаковые. Но сегодня разбираем шестерочку, а в следующем видео или каком там видео, не знаю, разберем четверочку, быстро тестанем и посмотрим вот на этих вот заявленных 4 ампера. То есть проверим и зарядочку. Сегодня пока аккумулятор. Значит, аккумулятор я уже предварительно разобрал. Выглядит он следующим образом. Сборка просто чудесная, великолепная. Ничего сказать не могу. Никакого облоя нет. Ну, конечно же, он разобран, поэтому пальцы цепляются. А так вот все вроде бы просто замечательно. Низ полностью прорезинен. Вот это вот черное. Скручен 4 винтами, в принципе. Такими вот, как обычно, под Торкс 10. Так, что у нас? Типоразмер Makita. Также имеется дополнительное гнездо зарядки. Вот, ну, клавиша. И вот кнопочка проверки заряда аккумулятора. Видите, уже здесь индикации нет, здесь индикации нет, а индикация у нас вот здесь вот по бокам. Нажимаем кнопочку и видите, вот такую красотень получаем. Индикация с двух сторон. Видите, тоже такая есть анимация плавная. И вот эти индикаторы у TPCell, что здесь, допустим, вот в этих аккумуляторах, тоже индикация такая с анимацией, видите, плавно уходит. Что в данном аккумуляторе, вот, можно понять уже как-то заряд аккумулятора. В отличие от самых вот этих вот дешевых аккумуляторов, где есть просто 4 деления, и на этом все. То есть, как понять заряд? Каждый сегмент, он по истечению, ну, по уменьшению заряда, соответственно, притухает. Тем самым мы можем уже как-то определить примерный заряд. То есть, когда горят все, это 100%, а уже когда первый сегмент начинает там немножко притухать, мы уже там можем как-то разложить все это дело по полочкам и узнать, сколько же там примерно осталось заряда. Аккумулятор собран на элементах 18650, довольно бюджетный аккумулятор, что-то в районе 30, по-моему, $1 на AliExpress. Вот, во всяком случае, конечно же, я ссылочки на всю эту вот посылку, да, оставлю. Там, по-моему, в одном магазине, вернее, в одной карточке товара и 4 можно выбрать, и 6, и зарядку. Ну, посмотрю. По крайней мере, ссылками я поделюсь. Ну что ж, вскрываем, смотрим, что да как. Вот такой вот довольно качественный пластик. Никаких вообще претензий к нему не имею. Вот такая, друзья, плата. Плата имеет все защиты и даже имеет балансировку, что в принципе немаловажно. Не хочу лезть, конечно же, я металлическими предметами. Давайте я ручкой, наверное. Вот у нас стоят 5 ключей, которые отвечают у нас непосредственно за балансировку. Имеется датчик температуры. Так, надо сразу мне разобрать, достать платку. Да, скажу одно, что вот эти вот провода на кнопке включения индикации заряда очень ломкие. Вот буквально собрался делать обзор, разобрал, и пстрик, вот этот вот проводничок отвалился. На скорую руку я его, как говорится, присморкал. Вот, потом можно будет перепаять. Наверное, я буду перепаивать все провода. И вот эта вот платка, она очень-очень жестко держится в своей посадке. Если будете извлекать, очень-очень аккуратненько. Вот, извлек я все это дело и вскрываем. Ну и как мы видим,
В данной модели у нас уже нет этих вот ни скотча, ничего, ни медных подкладок. То есть понятно, что модель бюджетная. Также нет, опять же, изолирующих колец картонных. Все как бы сделано по упрощенке. Но, я бы сказал, очень даже качественно. Так, собрано все это дело у нас. Значит, на аккумуляторах DMEG-C INR 18650-20P. Вот, получив я данные аккумуляторы, сразу их разобрал и посмотрел. И увидел одну вещь, что цвет элементов не совпадает с цветом элементов на картинке магазина. Опять же пишу продавцу сообщение, говорю, в чем дело, почему такая шляпа, что цвета аккумуляторов не совпадают. Ну, на что я получаю, в принципе, стандартный китайский ответ, как всегда, да. Эти аккумуляторы мы заменили вот этими аккумуляторами, которые считаются лучшими. Ну, лучшие, не знаю. И раз пошла такая пьянка, я у него прошу даташит. Даташит он мне прислал, вот. И что там у нас сказано? Значит, максимальная нагрузка на один элемент может быть 20 ампер, написано, в пике 30 ампер. Значит, проверяли его, один, соответственно, элемент, током разряда 0,2C, что соответствует 400 миллиампер. Вот, мы будем с вами тестировать все это дело током 1,2 ампера. То есть, поскольку у нас 3 ряда, вот, и поскольку у нас 6 ампер, элементы по 2000 миллиампер каждый, то есть, в итоге получается 1200 миллиампер ток, которым нужно проверить вот данную сборку. Это все указано и описано в даташите. Вот, так и написано, что проверка осуществлялась от напряжения 4,2 вольта, разряжалась до 2,5 вольт. В банке каждой должно быть 2000 мАч. Также нижняя строка указывает, что не ниже 1900. Вот, наверное, и все. Да, и сопротивление ячейки менее либо равно 18 миллиом. Вот, конечно же, не супер высокотоковые аккумуляторы, но согласитесь, за $30 отличная вещь. Да, имеется вот уже один, не два, как у них обычно было с вот этими вот аккумуляторами, да, а один датчик температуры, то есть термозащита. Ну что ж, давайте с вами посмотрим на общий заряд, на общее сопротивление и, как всегда, промеряем ячейки. Посмотрим, что да как. И заодно обратим внимание на балансировку. Напоминаю, аккумулятор я дозарядил до конца. Кстати, нигде не могу найти STL файл на подставочку к этому тестеру. Если, друзья, у кого-то есть и вам не жалко поделиться, то пришлите, пожалуйста, файлик, чтобы сделать нормальную подставку для этого тестера. Так он меня уже достал, если честно. Вот, не положи, не поставь. Товарищ мой, я знаю, использует подставку для телефона в машину. Вот, но хочется напечатать все как бы. Да ты смотри, что делается. Итак, общее напряжение и сопротивление на клеммах, на выходных клеммах. Так, я хоть не промазал, как всегда. Имеем 13 миллиом и 21,2 вольта. Ну, почти 14 миллионов. Тут контакт, конечно, плоховатый. Вот. И давайте измерим на... Вот здесь прямо на плате. Посмотрим разницу. Ох ты. Вот так. Опять я где-то что-то промазал. Да нет, так быть не может. Очень неудобно. Аккумулятор скользкий. Ну а здесь видите 9, грубо говоря, с половиной миллиом на контактах платы. Итак, давайте, чтобы не тянуть все это дело, измерять параллели. Так, будем здесь и будем вот здесь. 4,5 миллиома. Примерно 13-14 миллиом на элемент. 4,209 вольта. Давайте следующую параллель. Сопротивление, в принципе, такое же, 4,64.
4212. А сколько на первой было? 4210. Ну, в принципе, небольшая разница. Третья параллель 4209. То есть балансировка у нас вообще на высоте. Пока что, да, пока что. 4,62, 4,21. И крайняя параллель 4,55, 4,21. То есть, как мы видим, балансировка просто классная. Вес аккумулятора составляет 925,5 грамма. То есть, довольно увесистая вещь. Сейчас в планах что? В планах включить таймер и использовать вот это вот 40-амперное прожорливое чудо. Чудо-ветродуйка. Вот. Для этого будем мы параллельно измерять с вами напряжение. И посмотрим, какое же падение напряжения у нас в итоге получится. Так, включаем тестер, включаем постоянку, подключаемся к плюсу. Подключаемся к минусу, чтобы был контроль во время работы и напряжения. Так, это у нас будет минус. Так, ну, надеюсь, вам видно, да? То есть мы имеем сейчас 20,97 вольта. Берем таймер. Таймер мы поставим. Я уже не знаю, куда тут что и ставить. Ну, давайте сюда. Сейчас тоже все всплывет. Вот таким образом. Аккуратно подключаем нашу зверюгу. Так, засекаем минуту. Так, а таймера не видно, да? А вот так будет видно. Засекаем минуту. Так, я только немножко разверну, чтобы все было в стенку. А то я сдую свой софтбокс. Так, все, напряжение видно, таймер видно. Погнали! — 18,9 там с копейками вольт было у нас на вольтметре. Ух ты, смотри, я не остановил. Ну, вы видели, что... не на ту кнопку нажал. Вот. За минуту. Ну и напряжение, конечно же, видите, как быстро-быстро восстанавливается. Напоминаю, вот это вот чудо-машинка. Смотрите прошлый обзор, я показывал, демонстрировал, также проверял и тестером. Потребляет аж 40 ампер. Так, ну что у нас дальше по плану? Дальше по плану. Собираю аккумулятор, дозаряжаю до конца и тестируем, проверяем заявленных 6 ампер. Аккумулятор полностью заряжен, вы это видите по зеленому индикатору. Снимаем аккумулятор, устанавливаем вот на стеклышко от 3D принтера. Не рискую я оставлять на столе. Как всегда, беру мою контактную площадочку. Вот люди начали писать, хорош уже этими саморезами. Ну что ж, давайте подключаем. Минус к минусу, плюс к плюсу. Так, что мы видим? Мы видим 21,076 вольта. Установил я 1,2 ампера ток разряда. Так, ну и что у нас здесь? Часы 28 часов, это ни о чем. Разряжать будем до 14 вольт. Хотя
по-правильному разряжать до 12,5 вольт. То есть до 2,5 вольт на один элемент, на одну банку. Но я не рискую разряжать аккумуляторы в самый край, мало ли чего. Поэтому мы с вами посмотрим до 14 вольт. Вот если там не хватит каких-то копеек до 6 ампер часов, то соответственно вот добавим этих 1,5 вольта, да, и поймем, что у нас заряд, вернее не заряд, а емкость соответствует заявленной. Ну что ж, поехали, все установили, остается нажать только кнопочку ОК. И пошел разряд, то есть напряжение в данный момент 21 вольт 35 сотых, 32-31 вот, миллиамперы закапали. Друзья, завтра утром, наверное, я все это дело сниму, так как это примерно около 5 часов будет длиться, уже ночь. Около часа ночи, поэтому хочется спать. Ну а утром я покажу вам результат. Да, и поскольку аккумулятор будет севший, вот, наверное, я не поленюсь и разберу его еще раз, и мы с вами промеряем сопротивление на пустом аккумуляторе. Посмотрим, есть ли какая-то разница, либо этой разницы совершенно не будет. Ждем. И вот аккумулятор разрядился, и мы видим 6392 мАч. Разрядка была всего лишь до 14 вольт. Если бы разрядили до 12,5 вольт, то емкость была бы еще больше. То есть больше, немножко больше заявленной. Вот, как бы все показал и рассказал. Значит, сейчас я обещал опять разобрать аккумулятор и померить на пустом аккумуляторе, будем говорить так, сопротивление. Разобрал аккумулятор. Ну что, давайте измерять общее сопротивление на контактах. И заодно посмотрим напряжение. Видите, аккумулятор у нас 16 вольт, уже восстановился, конечно. И сопротивление общее 13, ну 14 миллиом. Ну а теперь давайте по ячейкам. Первая параллель 4,39, а было 4,6 примерно, что-то в этом роде. Вторая параллель 4,52. В принципе, никаких особых изменений. Третья параллель 4,60. Четвертая параллель 4,55. И так, что ж я тут опять промазал. И крайняя параллель 4,36, будем так говорить. Везде на всех параллелях по 3,2 вольта. 3,2. 3,22. 3,2, 3,22 и 3,2. Вот такие результаты мы получили. Все, на сегодня все. Всем спасибо, что были со мной. Всем огромного здоровья, удачи. Ну и, конечно же, до новых видео. Будет настроение, посмотрим еще и четверочку. И как обещал, вот это вот зарядное устройство. Посмотрим, есть ли тут 4 ампера, либо нет. Желаю, чтобы все.